последних наших роликах мы неоднократно говорили о том, что сейчас акции США, криптовалюта, а также мировые рынки целиком и полностью зависят только от Трампа, ведь после объявления о тарифах почти против всех стран рынки упали, но как только Трамп сказал, что они сделают 90-дневную паузу, все тут же выросло. Таким образом, с начала года инвесторы в первую очередь начали смотреть не на экономические отчеты, а на то, что говорит Трамп. Еще месяц назад мы с вами обсуждали, что у Трампа есть четкая цель в виде снижения процентных ставок ФРС, чтобы простимулировать экономику США и запустить масштабный рост. По сегодняшний день Трамп продолжает придерживаться своей стратегии, за что его даже обвиняют в манипулировании рынком. Ведь буквально через несколько минут после новости о паузе в тарифах, Трамп пишет, что это прекрасное время для покупки, то есть прямая манипуляция. Причем это связано не только с акциями, но и криптой, поскольку кошельки, которые напрямую связаны с криптокомпанией Трампа, начали продавать монеты, по большей части эфир, на фоне этой торговой войны. И теперь возникает очень важный вопрос, а какой следующий шаг сделает Трамп? Ведь тарифы приостановили на 90 дней, оставили их только для Китая. Трамп всячески намекает на переговоры с Пекином, и что самое главное, высокопоставленные чиновники ФРС заявили о готовности помочь стабилизировать экономику США, если это будет необходимо. То есть понимаете, что сейчас происходит? Трамп видит, что ФРС готова снизить ставки и начать печатать деньги, но только в случае крайней необходимости. А если спустя 90 дней все вопросы по торговой войне решатся, то Джером Пауэлл будет держать ставки на высоких уровнях до той степени, пока инфляция не вернется к целевому диапазону в 2%, хотя ФРС сама прогнозирует, что инфляция вырастет выше 3%. Из-за этого планы Трампа по рефинансированию госдолга в 9 триллионов долларов не увенчаются успехом, ведь доходность гособлигаций снова растет. И получается, единственное, что остается делать Трампу, это продолжать дампить рынки и ждать помощи от ФРС. Но какой на самом деле следующий шаг сделает Трамп и как это повлияет на крипторынок, который в последние дни растет, я вам расскажу сегодня в видео. Мы разберем все до мелочи, от скрытых сигналов Белого дома до того, что может случиться с биткоином, если инфляция продолжит рост, потребительское доверие упадет, а торговая война с Китаем усилится. Отдельное спасибо за поддержку прошлого ролика, где мы почти набрали 1000 лайков. Вы просто не представляете, насколько ваша поддержка важна. Поэтому давайте с вас 1500 лайков, а мы выпустим новое видео с перспективными альтами, которые стоит откупать на коррекции, с четкими уровнями покупки. Также в комментариях можете написать разбор, каких монет вы бы хотели увидеть в будущем топе, и мы обязательно сделаем. Вам, как всегда, приятного просмотра. Меня зовут Влад, вы на канале Coin22, мы начинаем. Перед началом ролика хотел бы вам рассказать про телеграм-канал Академия Трейдинга. Если вы ищете, где брать реальные точки входа и живую аналитику по рынку, не теоретические рассуждения, а информацию, которую действительно используют профессионалы, тогда рекомендую присмотреться к Академии Трейдинга, авторскому каналу трейдера, где его участники зарабатывают на актуальных торговых идеях. Все это достигается благодаря точному анализу и проверенным стратегиям. В канале вы найдете ежедневную свежую аналитику, четкие торговые идеи и лучшие точки входа, подробные разборы рыночной ситуации и стратегии, которые сам автор применяет в своей торговле. Важно понимать, это не финансовый совет. Здесь делятся опытом и личным мнением. Решение всегда остается за вами, они лишь подсказывают направление. Канал полностью бесплатный и без громких обещаний. Только подробный трейдинг, личная поддержка и реальный подход, который показывает результат. Если вы хотите присоединиться к профессиональному трейдерскому окружению и торговать по стратегиям, переходите по ссылке под этим видео. Итак, друзья, по классике давайте подытожим, что мы имеем на сегодняшний день, чтобы нам было проще понимать, куда мы движемся. Несмотря на максимально негативное начало недели, которое, напомню, было связано с обвалом фондового рынка США из-за тарифов Трампа, ближе к выходным рынки начали восстанавливаться, а биткоин и вовсе пробил 85 тысяч. Почему? Да потому что Белый дом взял 90-дневную паузу в тарифах, а чиновники ФРС заявили, что готовы помочь стабилизировать экономику США, если это будет необходимо. Таким образом, в пятницу фондовый рынок США закрылся в плюс, а биткоин скопировал его движение. Но неужели это тот самый разворот, которого все мы ждали? Или радоваться пока рано? Давайте разберем, что думают политики ФРС, ведь от них сейчас многое зависит. На фоне недавней турбулентности на финансовых рынках ФРС заявила, что абсолютно готова вмешаться, чтобы успокоить инвесторов. Об этом в интервью Financial Times заявила Сьюзан Коллинз, президент Федерального резервного банка Бостона и один из голосующих членов комитета по ставкам. Она прямо сказала, если ситуация будет накаляться, ФРС использует все, что есть в арсенале, чтобы стабилизировать рынок. Коллинз отдельно подчеркнула, чем выше тарифы, тем больше риски замедления экономики и скачка инфляции. Она ожидает, что инфляция в этом
этом году может вырасти выше 3%, но экономический спад при этом вряд ли будет серьезным. Тем временем в Штатах инфляционные ожидания также начали подниматься. По данным опроса, люди ждут, что инфляция в течение года достигнет почти 6,7%. Это максимум с 1981 года. Звучит тревожно, правда? Но подождите, это еще не все. Президент ФРБ Сент-Луиса в своей речи в Арканзасе призвал к постоянной бдительности. Мол, сейчас риски в сторону роста инфляции, а также замедление ВВП и охлаждение рынка труда. Он вообще не считает, что последствия тарифов будут краткосрочными. А вот Джон Уильямс, глава ФРБ Нью-Йорка, пошел еще дальше. На конференции в Пуэрто-Рико он заявил, что рост экономики США скорее всего упадет ниже 1%. По его словам, уровень безработицы может вырасти до 4,5-5%, а инфляция взлететь аж до 4%. И трейдеры это чувствуют. По данным СМИ Групп, сейчас рынки дают около 60% вероятности того, что ФРС не будет понижать ставку в следующем месяце и оставит ее на уровне в 4,5%. Вот такая картина у нас получается. Центральный банк готов действовать, но давление на экономику и инфляцию усиливается. Из-за этого Трампу приходится контролировать ситуацию еще сильнее и по факту манипулировать рынками в своих интересах. Ведь рост доходности облигаций, о котором мы поговорим чуть позже, просто вынуждает его превращаться в спасителя экономики, объявлять о паузе в тарифах и писать, что сейчас время покупать, за что его, конечно же, обвиняют в инсайдерской торговле. Сенатор Адам Шиф требует официального расследования. Да, друзья, он хочет выяснить, не было ли здесь манипулирования рынком со стороны Трампа. В интервью Time Шиф прямо сказал: «Я собираюсь сделать все возможное, чтобы это выяснить. Мемкоины, семейные активы, ничто не выходит за рамки подозрений, а все буквально из одного поста». Конечно, никто не отменяет тот факт, что Трамп не только использует свое влияние, чтобы контролировать экономику США, но и зарабатывает на вот таких скачках рынка. А про криптовалюту я вообще молчу. По последним данным, кошелек, который напрямую связан с компанией Трампа, в среду продал 5471 эфир. Это примерно 8 миллионов долларов. Но знаете, в чем особенность? На этой продаже они потеряли 125 миллионов долларов. Почему это интересно? Потому что всего 2 месяца назад Эрик Трамп, это сын Трампа, в интервью заявил: сейчас идеальное время, чтобы покупать эфир. Тогда эфир стоил 2800 долларов. Есть большая вероятность того, что сынок Трампа, который по сути и контролирует эту криптокомпанию, прекрасно понимает, что цены просядут еще ниже, где можно будет выкупить монеты и компенсировать потери, и при этом еще остаться в плюсе. Сама компания отрицает эти продажи, но вот транзакции, связанного с ней кошелька, говорят о обратном. Друзья, сейчас происходит полный беспредел. Трамп полностью захватил контроль над рынками, и цены на различные активы пляшут под его дудку, а инвесторам приходится страдать и рвать волосы на голове в непонимании того, что он вообще творит. Но спасибо великому Сатоши, что блокчейн полностью прозрачный, и мы можем все отследить, потому что сейчас крайне важно следить за тем, что покупает компания Трампа, какие монеты продает, а еще какие кошельки с ней связаны. Кстати, все это есть в нашем Telegram, потому что буквально сегодня мы выложили пост, где указали, как и где можно следить за этими транзакциями коварного Трампа и понимать, что он вообще задумал. Так что не забудьте подписаться. Но если говорить о следующем шаге Трампа, то после того, как объявили о 90-дневной паузе, все стало ясно, и мы с вами узнали его главный экономический приоритет. В последнее время он уверенно заявлял: никакой отстрочки тарифов. И это несмотря на то, что фондовый рынок США просел более чем на 12 триллионов долларов. Но потом, друзья, все поменялось. Обвалился рынок облигаций, и буквально через 12 часов появилась новость: вводится 90-дневная приостановка пошлин. А теперь смотрите, до всей этой истории с взаимными тарифами доходность по десятилетним гособлигациям США просто летела вниз по прямой. Это означало, что торговая война может спокойно продолжиться, потому что процентные ставки по облигациям снижались. Но как только началась реальная волатильность, базовая торговля начала сворачиваться, и доходность резко подскочила до уровня в 4,5%. И вот тут стало очевидно: Трамп хочет одного, чтобы ставки снижались. Он об этом говорил прямым текстом еще 4 апреля, когда написал, что Пауэлл пора снижать ставки. Но что эта торговая война дала Трампу на сегодняшний день? Падение цен на энергоносители и падение ставок. Но вот 7 апреля все пошло не по плану. Доходность облигаций взлетает, а вот акции падают, и появляется историческое расхождение между S&P 500 и облигациями. Причем интересно, облигации начали рушиться даже быстрее, чем акции, а ведь они являются стабильным защитным активом. И буквально 7 апреля пошли первые заголовки про 90-дневную тарифную паузу. Сначала в Белом доме открестились, мол, это просто фейк, но уже 9 апреля официальное подтверждение. И что говорит Трамп? Давайте процитирую: «Я следил за рынком облигаций. Он очень сложный, но сейчас он прекрасен». То есть все это реакция на рост ставок. Он просто не мог дать доходности уйти в район 5%, потому что это угрожало бы не только рынку, но и всей экономике. И вот результат. Золото снова в тренде. На фоне падения доллара и краха базисной торговли цена на золото уже подскочила на $200 всего за пару дней. Центробанки и зарубежные инвесторы начинают скупать его как сумасшедшие. После тарифной паузы доходность десятилетних облигаций немного отступила от своего пика, но внимание, она все еще далека от минимальных уровней и будет продолжать играть ключевую роль в решениях Трампа. Так что если мы хотим предугадать следующий шаг
шаг Трампа, нам нужно смотреть на рынок облигаций. Любое резкое движение доходности вверх или вниз будет моментально отражаться в его действиях. Учитывая прошлый опыт, если доходность по облигациям снова начнет расти, Трамп, скорее всего, будет действовать следующим образом. Во-первых, попытается снова давить на ФРС. Он уже это делал раньше, прямо и публично. Когда ставки росли, Трамп сразу начинал критиковать ФРС и требовать снижения процентных ставок. Он может снова заявить, что высокая доходность душит экономику и тормозит рост. Во-вторых, приостановит или смягчит жесткие экономические меры. Если, например, растущая доходность, вызванная страхами из-за тарифов или других ограничительных мер, он может снова временно ослабить тарифное давление, как уже было в случае с 90-дневной паузой. То есть, как только рынок облигаций шатает, Трамп включает заднюю. В-третьих, он сделает ставку на стимулирование. Может снова поднять тему налоговых послаблений, господдержки бизнеса и различных проектов. Все это подогревает экономику и может вызвать снижение ставок. А еще может начать обвинять внешние факторы. Он часто использует внешнего врага как объяснение рыночных проблем. Например, может усилить риторику против Китая, ФРС или даже недружественных инвесторов. Ну и конечно же, зная Трампа, он постарается манипулировать ожиданиями. Может делать позитивные заявления, давать надежду рынку, даже если реальные действия откладываются, просто чтобы немного охладить рост доходности облигаций. Но почему же рост доходности его так напрягает? Рост доходности равно рост ставок по кредитам, из-за чего экономика замедляется. Это плохо сказывается на фондовом рынке, а фондовый рынок – это индикатор силы президента. Также это увеличивает расходы на обслуживание госдолга, который очень активно растет. Таким образом мы получаем итог. Если доходность будет расти, а вероятность этого очень высокая, Трамп попытается затормозить данный процесс, используя абсолютно все, от политического давления на ФРС до смены своей экономической риторики. Потому что, как показала практика, рынок облигаций для него красный индикатор, из-за чего текущий рост после сильного обвала может стать лишь локальным скачком. Ведь все мы видели, как в четверг рынки нейтрально отреагировали на данные по инфляции. А вот данный разворот доходности по облигациям может стать сигналом для Трампа усилить давление на рынок. Но как на это все реагирует крипта? Во-первых, индекс доллара США, который отслеживает силу доллара по отношению к другим валютам, рухнул до минимального уровня почти за 3 года. Это происходит на фоне эскалации торговой войны, да и вообще глобальной экономической напряженности, а также нестабильности. Золото, как вы понимаете, сразу взлетело до максимального уровня в $3220. Но и в крипте начали происходить интересные вещи. Биткоин начал оживать. И вот почему. Снижение индекса доллара – это, как правило, сигнал, что доллар слабеет, и капитал начинает искать более перспективные активы. И вот тут криптовалюта, особенно биткоин, начинают набирать вес. Ведь так было в 2017 и 2020 годах, когда индекс доллара падал ниже уровня 100. Сейчас индекс находится на уровне 99, и это уже вызывает оптимизм среди криптоинвесторов, за счет чего биткоин даже успел восстановить уровень 85 тысяч. Многие криптоаналитики, а также трейдеры пишут, что слабый доллар может стать неожиданным попутным ветром для биткоина в этом году. Кто-то даже говорит о том, что доллар может упасть до уровня 90, а это будет уже конкретный бычий сигнал. И вот важный момент. Все это происходит без того, чтобы ФРС снижала процентные ставки. То есть доллар падает сам по себе, и это уже говорит о глобальных проблемах в экономике США. Экономисты считают, что если напряженность в торговой войне между США и Китаем продолжит расти, то ФРС просто не сможет остаться в стороне. Им придется вмешиваться, покупать облигации, чтобы стабилизировать ситуацию. Но все мы знаем Пауэлла. Просто так снижать ставки, давать деньги Трампу он не будет. Ему нужно убедиться в том, что экономика реально движется к рецессии, и значит можно запускать печатный станок. Это точно будет не в ближайшие пару месяцев. Вероятно, ближе к концу лета или началу осени, как я говорил ранее. Вот только я думаю, что вы прекрасно знаете, что на рынке нельзя на 100% знать, когда будет разворот, за счет чего, понимая долгосрочное движение, текущую фазу на рынке мы рассматриваем с точки зрения накопления. Например, на этом откате мне удалось купить Solana по $102, также эфир, и сейчас я рассматриваю многие другие монеты, о которых расскажу в новом топе, потому что понимаю, что хочет Трамп и к чему может привести помощь ФРС. Лично я не хочу тянуть до последнего дня и откупать потом по завышенным ценам, ведь на хороших новостях рынки очень быстро взлетают вверх. Несмотря на то, что в последнее время рынок ведет себя довольно волатильно, долгосрочные холдеры также покупают. Недавно аналитик CryptoQuant выпустил отчет, где он внимательно изучил метрику изменения числа позиций долгосрочных холдеров. И вот тут начинается самое интересное. 6 апреля эта метрика стала положительной. До этого момента, аж с ноября прошлого года, мы наблюдали только распродажи. Кульминация пришлась на 5 декабря, когда биткоин упал на 32%. Но теперь все поменялось. С начала апреля тренд развернулся, и сейчас метрика растет. CryptoQuant написал: хотя пока рано делать окончательные выводы, растущий позитивный импульс может говорить о возвращении долгосрочной уверенности на рынок. Действительно, делать выводы пока рано, ведь сейчас рынок пытается переварить последние новости и заложить более-менее справедливую стоимость. Тем не менее, как я говорил в прогнозе на апрель, пока биткоин остается ниже нисходящей линии тренда и его цена не проведет консолидацию выше 85 тысяч, это движение продолжится. А влиять на все это будет, конечно же, Трамп. Вопрос с тарифами еще не решен, сделку с Китаем не заключили, а важный индикатор в виде доходности по облигациям
облигациям растет, что совсем не нужно Трампу. Поэтому можно сказать, что игра Трампа великого стратега и геополитика продолжается, а нам придется следить за каждым его шагом, чтобы понимать, куда мы движемся. Поэтому если вы не желаете пропускать всю свежую информацию, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Также ставьте лайки. Вам спасибо за просмотр. Всем желаю удачи. До скорых встреч.